Привет! Все мы знаем, что покупать целую курицу и разделывать ее по необходимости на части значительно дешевле, чем покупать отдельно, например, куриное филе, окорочка. И сегодня покажу вам, какие блюда я готовлю ровно из одной курицы. Некоторые из них можно взять на заметку даже для праздничного стола. Ну что ж, я начинаю. Куриную тушку я хорошенько помыла и немного обсушила. Моя курица весит 1 кг 800 грамм, и я постараюсь максимально безотходно ее использовать. Сначала отделяю куриные окорочка. При помощи острого ножа делать это совсем не сложно, к тому же линии, по которым отделяются окорочка, очень хорошо просматриваются. Сразу скажу, что со всех частей курицы я по максимуму кожу снимаю, и внутренний жир, который хорошо виден на тушке, также удаляю. Итак, окорочка отделила, очень удобно это делать по суставам, точно так же по суставам отделяю крылья. Кожу с грудки убираю и ножом делаю надрез вдоль грудины. Куриное филе как бы немного отодвигаю, помогаю себе ножом и полностью его отделяю. Таким же образом снимаю второе куриное филе. Итак, у меня получилось 2 куриных окорочка, это будет одно блюдо. 2 куриных филе, это еще 2 блюда. И еще 2 блюда приготовлю из куриного остова или супового набора и куриных крыльев. Начинаю готовить. Беру 2 куриных окорочка и кожу с них также снимаю. Делать это совсем не сложно, кожа снимается как бы чулком. Аккуратно ее тяну и в конце обрываю или отрезаю. Тут снова мне понадобится достаточно острый нож. Ножом делаю тонкий надрез вдоль бедренной кости и начинаю аккуратно срезать мясо, кость освобождая. Продолжаю разрез вдоль косточки, которая находится в голени, и также аккуратно снимаю филе до конца. Точно так же отделяю целое филе бедра и голени у второго окорочка. Вырезанные кости не выбрасываю, складываю их к суповому набору. Если в филе будут небольшие дырочки или отверстия, в блюде, которым готовлю сегодня, это совсем не страшно. 2 готовых филе кладу рядом друг с другом, сверху накрываю пищевой пленкой. Мне необходимо отбить мясо в тонкий ровный пласт. Очень удобно делать это при помощи скалки. Отбиваю филе не со всей силы, конечно же, а достаточно аккуратно. Мясо переворачиваю, с другой стороны также закрываю пленкой и еще раз отбиваю. Теперь к курице буду добавлять специи. Распределять их буду по той стороне мяса, которая прикреплялась к кости. Выбор специй, кстати, очень широк. Можете добавить все, что вам нравится. Сначала я курицу посолила, ну а далее мой сегодняшний выбор специй. Щепотка черного молотого перца, паприка и немного копченой паприки. Она всегда придает мясу очень интересный вкус. Дальше молотый кориандр. Я очень люблю добавлять его к блюдам из курицы, а также сушеный чеснок и сушеный лук и немного сухой горчицы. Можно, кстати, взять обычную. Всю эту ароматную смесь слегка втираю в куриное мясо и при помощи пищевой пленки, на которой лежало куриное филе, сворачиваю в тугой рулет. Чем туже у вас получится, тем лучше. Сформированный рулет из курицы упаковываю в пищевую пленку и отправляю в холодильник выстаиваться примерно 2 часа. За это время рулет примет нужную форму окончательно и, конечно же, мясо хорошо промаринуется. Через 2 часа рулет достаю из холодильника и из пленки выкладываю на пергамент для выпечки. Максимально туго в бумагу заворачиваю, чтобы форма рулета хорошо сохранилась. Сжимаю концы. Дополнительно фиксирую при помощи кулинарной нити. Получается вот такая мясная конфета. Если концы бумаги длинные, то их можно обрезать. Готовить куриный рулет буду на пару в мультиварке. Время приготовления 40 минут. Готовый рулет остужаю при комнатной температуре. После выдерживаю в холодильнике 12 часов. Это если буду подавать его как холодную закуску. Горячим можно есть сразу же. Охлажденный рулет очень плотненький, достаточно легко режется небольшими тонкими ломтиками. При нарезке не ломается. Смотрите, какой он нарядный и аппетитный в разрезе. Такой рулет, несомненно, может украсить любой праздничный стол. Ну а мне было очень приятно порадовать семью в обычный будний день. Куриный рулет на пару получается не только ароматным, но еще очень нежным и вкусным. Ну а способ приготовления, по-моему, говорит сам за себя. Двигаюсь дальше. У меня есть 2 куриных филе. Готовить из них буду 2 блюда. Делю их следующим образом. Сразу же отделяю 2 малых филе. Далее от каждого большого филе мне нужно будет отрезать тонкие пласты примерно одинакового размера. Нож для этого держу немного под углом. Самый первый кусочек мне не очень подходит, откладываю его в емкость, куда складывала малое филе. А вот дальше как раз пойдут кусочки, которые мне и нужны. В том месте, где куриное филе становится тоньше, нарезку прекращаю. Оставшийся кусочек также откладываю. Кусочки куриной грудки выкладываю между 2 слоями пищевой пленки.
и легонько отбиваю их при помощи скалки. Делаю это без каких-либо особых усилий. Мне не нужно, чтобы мясо размазалось по пленке, надо, чтобы оно сохранило свою целостность, но стало чуть более плоским и эластичным. Все эти манипуляции я делаю для того, чтобы внутрь куриного филе завернуть начинку, для которой я очистила от кожицы очень маленький баклажан и нарезала его очень-очень мелким кубиком. Можно даже дополнительно еще изрубить ножом. Также очень мелко нарезала лист белокочанной капусты. Еще в начинку добавила измельченный чеснок, посолила ее и положила немного молотого кориандра. Начинку хорошенько обмяла рукой, чтобы овощи стали мягче и с ней было легко работать. На каждый кусочек куриного филе выкладываю чайную ложку начинки и, помогая себе пищевой пленкой, сворачиваю в рулетик. Далее из рулетика формирую подобие улитки или завитка. Все завитки складываю в лоток мультиварки, сверху немного присаливаю, потому что ранее солила только начинку, и готовлю на пару 12 минут. Подавать куриные завитки можно с любыми свежими овощами или салатами. В качестве соуса у меня сегодня сметана, но также это может быть натуральный йогурт, соевый соус. Если любите остренькое, можно добавить пару капель табаско. Куриное филе в этих завитках получается очень нежным. Внутри очень интересная начинка. Кстати, капуста с баклажаном очень даже дружат, не первый раз в этом убеждаюсь. А когда завитки капельку остыли, вкус почему-то начинает напоминать креветки. Мои дети так и назвали это блюдо – креветки только из курицы. Настала очередь третьего блюда. Все части куриного филе, которые не использовала в прошлом блюде, а точнее это 2 малых филе и кусочки больших филе, которые не подошли по размеру. Так вот, все эти кусочки куриного филе выкладываю в плотный пакет. Можно использовать также пищевую пленку. И снова мне понадобится скалка, потому что я буду делать фарш для биточков. Фарш не буду прокручивать через мясорубку, не буду нарезать и измельчать ножом, а буду именно отбивать. Вот тут придется хорошенько поработать скалкой, ведь филе нужно хорошенечко измельчить. Руками можно проверить, не осталось ли крупных кусочков, и при необходимости еще немного поработать скалкой. К куриному фаршу добавляю соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Хорошенько фарш перемешиваю и делю на 4 равные части. Биточки буду формировать влажными руками. При работе в перчатках также и перчатки необходимо увлажнить. Порцию фарша для одного биточка дополнительно кидаю с руки на руки и еще немного отбиваю. Таким образом формирую небольшую котлету. И далее руками придаю биточку желаемую форму. Я решила их сделать немного квадратненькими. Сформированные биточки выкладываю на антипригарную сковороду. Масло не добавляю. Первоначально огонь под сковородой достаточно сильный. Быстренько обжариваю биточки со всех сторон, запечатываю все соки внутри. Но обязательно слежу, чтобы поверхность биточков не пригорела, а лишь слегка зарумянилась. Когда куриные биточки подрумянились со всех сторон, огонь убавляю до минимума, сковороду закрываю крышкой и готовлю еще примерно 10 минут. За это время биточки пару раз переворачиваю и слежу, чтобы они сильно не зажарились. Вот такие пухлые красавчики с пылу с жару получаются. Очень румяные, с легкой корочкой и, заметьте, без капли масла. При этом внутри биточки прекрасно приготовились и получились очень мягкими и нежными. Еще раз убедилась, что способ подготовки фарша очень влияет как на текстуру готового блюда, так и на его вкус. Но такие биточки могут послужить прекрасным вариантом обеда или ужина. Ну что ж, основные мясные части курицы я уже использовала. Дальше покажу 2 блюда, которые готовлю из так называемого супового набора. Да, забыла сказать, куриная гуска вместе с куриной кожей у меня попадает в разряд отходов. А куриный остов делю примерно пополам, вернее режу где-то посередине. Верхнюю часть, где были крылья, вместе с крыльями выкладываю в небольшую кастрюлю. Заливаю водой и довожу до кипения. Варю примерно 2 минуты. Первый бульон сливаю, куриные части промываю. Теперь снова заливаю водой и довожу до кипения. Если все же образуется немного пены, снимаю шумовкой. Бульон солю и варю примерно 40 минут на медленном огне. Готовую курицу из бульона вынимаю и оставляю в стороне, чтобы она остывала. Пока варился бульон, я подготовила овощи. Очищенную морковь нарезала при помощи овощечистки тонкими пластинами. Куриный бульон у меня тихонечко кипит. Бланширую в нем пластины моркови примерно 3 минуты. Вынимаю морковь из бульона и оставляю остужаться. Далее буду бланшировать цукини. Его также при помощи овощечистки нарезала на пластины.
Сердцевину цукини с семенами не использую, только плотную мякоть. Цукини бланширую не более минуты, иначе переварятся. После бланширования также остужаю. Теперь в бульон выдавливаю или натираю зубчик чеснока, закрываю бульон крышкой и снимаю с огня. Вареная курица уже остыла, аккуратно отделяю только мясо. Наверное, вы уже догадались, что я делаю заливное. Ну что ж, пластинки из цукини и моркови сворачиваю рулетиками. Получившиеся рулетики произвольно располагаю в форме с куриным мясом. А еще я добавила кусочки вареного яйца. Настоявшийся с чесноком куриный бульон процеживаю через мелкое сито. Желательно размешиваю в холодной кипяченой воде, как только он набухнет, нагреваю, но не кипячу, и вливаю к бульону. Хорошенько размешиваю, бульон, кстати, у меня все еще достаточно горячий. Аккуратно заливаю бульон в форму, остужаю сначала при комнатной температуре, потом убираю в холодильник. Чтобы заливное хорошенько застыло, лучше не тревожить его в холодильнике минимум 12 часов. Ну а готовое заливное можно сверху дополнить свежей зеленью. Ну что ж, во-первых, это невероятно красиво и радует глаз яркостью и эстетикой. И во-вторых, это еще и очень нежно и вкусно. И овощи в этом заливном, морковь и цукини, именно такие, как я люблю, аль денте, слегка похрустывают. Так что у меня был сегодня волшебный перекус. А вторую часть куриного остова, так же как и косточки из куриных окорочков, я использую для приготовления бульона. И сварю очень летний супчик. Варить суп буду на втором бульоне, то есть курицу заливаю водой, довожу до кипения, провариваю 2 минуты, воду сливаю, курицу промываю, снова заливаю водой и довожу до кипения. Сразу бульон солю и закладываю морковь и головку репчатого лука. Варю бульон примерно 40-45 минут. Готовую курицу вынимаю, остужаю и выберу из нее возможные кусочки мяса. Морковь и лук, которые отдали бульону цвет и аромат, выбрасываю. А в кипящий бульон закладываю нарезанную мелким кубиком морковь, зеленую стручковую фасоль, я взяла замороженную, помидор, предварительно очистила его от кошицы и нарезала кубиком, а также нарезанный кубиком баклажан. Варю овощи минут 7. Теперь выкладываю нарезанные цукини и возвращаю в суп куриное мясо, которое удалось добыть. Из зелени очень у меня сюда просилась кинза, но свежей не было, поэтому добавила сушеную. Варю супчик еще ровно 3 минуты. Огонь выключаю и под крышкой даю настояться еще минут 5, чтобы все ароматы и вкусы объединились. Невероятно вкусно есть такой суп из сезонных овощей с добавлением сметаны или натурального йогурта. И, конечно, сверху желательно посыпать свежей зеленью. Я использовала петрушку. Очень ароматно, вкусно и легко. Делитесь в комментариях вашими идеями, сколько же можно блюд приготовить из одной курицы. Буду рада получить от вас обратную связь. А также смотрите другие мои видео, ссылка сейчас на экране.